Привет, друзья! Мы продолжаем гулять по интересным местам рядом с Невским проспектом. Сегодня мы посетим очень необычный и интересный музей. Прогуляемся по Большой морской улице и заглянем в потрясающе красивый ресторан «Гости». Сейчас мы находимся в начале Невского проспекта, рядом со станцией метро «Адмиралтейская». Обратите внимание на этот мрачный серый дом, но в то же время очень красивый и величественный. Это бывший доходный дом банкира Михаила Вавельберга. Здесь находился его банк, один из самых надежных банков того времени. А в апреле этого года здесь открылся шикарный пятизвездочный отель «Вавельберг». И рядом с отелем находится торговый центр «Адмирал», где на 6-м этаже есть очень интересный музей-макет «Петровская акватория». Добро пожаловать в Петербург XVIII века. Масштаб 1 к 87. Петергоф, Кронштадт, Петропавловская крепость, Васильевский остров, Ораниенбаум и Адмиралтейство такие, какие они были в середине XVIII века. Уже тогда существовали дворцы, уже кавалеры и дамы устраивали пикники в загородных парках. И в разных частях крошечного Петербурга разное время года. А в центре экспозиции чаша с водой, изображающая акваторию Невы и Финского залива. Периодически в крошечном городе происходит смена дня и ночи. Освещение постепенно угасает, а огоньки в домах, наоборот, становятся ярче. А поутру на город опускается туман. Просто завораживающее зрелище. Здесь много движущихся объектов, световые и звуковые эффекты, благодаря которым оживает старинный Петербург. С чувством юмора у создателей все в порядке. Поэтому вот Емеля на печи разъезжает. А здесь показан фрагмент страшного наводнения 1824 года. Это самое крупное наводнение в истории города, когда вода поднялась до отметки 4 метров. Ну что сказать, музей очень интересный, я была в восторге. И мой вам совет – возьмите за дополнительную плату аудиогид или бинокль, вам будет вдвойне интереснее. И в конце немного про стоимость.
А мы идем гулять дальше. Рядом с музеем находится Большая морская улица, которая пересекает Невский проспект. Одна ее часть полностью пешеходная, а через Триумфальную арку главного штаба мы попадаем на Дворцовую площадь. Это главная площадь города. Она, кстати, больше Красной площади в 2 раза. Именно здесь находится бывшая главная резиденция российских императоров и символ Российской империи – Зимний дворец. Мы, кстати, скоро туда пойдем, и я обязательно покажу вам его изнутри. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить. А напротив Зимнего дворца расположено здание главного штаба с его бесконечным фасадом, которое как бы дугой огибает Дворцовую площадь. Оно построено в 1829 году архитектором Карлом Росси. Помимо главного штаба здесь располагались Министерство финансов и Министерство иностранных дел. А сама арка – это памятник в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года. А наверху богиня победы Ника и колесница, запряженная 6 лошадей. Ну а в центре площади стоит Александровская колонна высотой 47 метров. Ее возвели в 1834 году в честь победы Александра I над Наполеоном. Кстати, колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте. Она держится за счет своего собственного веса в 600 тонн и точного инженерного расчета. А мы с Дворцовой площади направляемся на соседнюю улицу, Малую Морскую, где в 5 минутах пешком находится очень красивый и уютный ресторан «Гости». Здесь очень атмосферно и прям романтическая обстановка. Интерьер, конечно, просто великолепный. А по субботним вечерам здесь играет джаз. Что хочется сказать по поводу еды. Утка была вкусная, но принесли чуть теплую. Бифстроганов неплохой. А вот куриный супчик для ребенка был вообще невкусный. Не заказывайте. Так что общую оценку за кухню я бы поставила 4 балла из 5.